Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я покажу вам, как я выполняю наращивание гелем при помощи верхних форм. Именно гелем, не акригелем, не полигелем, а гелем. Как я это делаю, я уже вам показывала в других видео, обязательно переходите по ссылочкам и посмотрите. В этом видео я покажу, как я выполняю форму миндаль. Итак, как же нам выполнить это наращивание? Естественно, у нас подготовлены ногти, далее мы наносим бескислотный праймер, ждем, чтобы он подсох, и после того, как праймер немножко подсохнет, мы уже наносим втирающим слоем любую базу. У меня база от Эми, это классическая база, она там не каучуковая, она простая классическая база. Я наношу ее тонким втирающим слоем. Еще я люблю базу Уна, тоже попробуйте, отлично наносится втирающим слоем. Сушим полное время 60 секунд в лампе, а далее мы подготавливаем формы средний размер наядом. Итак, вот такой у меня будет гель, это опция, тон номер 3, это гипоаллергенный гель, и поэтому он подойдет многим. Это такой простой самовыравнивающийся гель. Итак, я еще подобрала формы, как подбирать по размеру формы я обязательно оставлю вам ссылочку в описании. Также подготавливаем кисти для работы с гелем, это такие синтетические кисти. И далее не забываем положить рядышком зажим и прищепочку для фиксации верхних форм. Это обязательно. Итак, вот наша формочка. Раскладываем гель от кутикулы. Тихонечко вот так подводим. Поступающими такими движениями туда-сюда развозим, чтобы ровно распределить гель по типсе, чтобы там не было каких-то больших слоев толстых. Далее прислоняем около кутикулы, прижимаем нашей прищепочкой. Тонкой кисточкой мы распределяем гель, чтобы ровно лег под ноготочком. И далее, после 10 секунд просушки, мы поджимаем. После того, как поджали, далее в лампе просушиваем полное время. Именно полное время. Сколько указывает производитель на баночке. Когда мы уже полностью высушили, тогда мы протираем ноготочек от липкого слоя. При помощи клинсера убирается липкий слой. Далее мы делаем все то же самое со следующими ноготочками, и уже после этого мы можем приступить к опилу. Итак, подпишитесь на мой канал, обязательно поставьте лайки и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать мои новые и полезные видео, которые скоро тоже выйдут. Кто меня смотрит, знает, что я делаю серию из обзора пластин для стемпинга. Я уже одну показала, осталось 2 интересные пластины, с ними, конечно же, я показываю, какие дизайны можно выполнить. Итак, мы уже здесь выполняем безымянный пальчик, все распределяем ровненько, поджимаем и сушим полное время. Далее приступаем к мизинчику. Прислоняю всегда около кутикулы и далее нажимаю на форму, чтобы ноготочек немножко утопился в геле, но немножко, сильно не нажимаем. И также не забывайте, что сильно много геля мы тоже не наносим. Здесь нужна тонкая подложка, потому что перебор это всегда плохо. У нас либо наплывет на кожу под ноготочком, либо по бокам вылезет много геля. Как вы видите, что здесь у меня не вылезло много геля. Это значит, что я нанесла ровно то количество, которое мне нужно. Итак, подпишитесь еще на мой инстаграм, там много полезной информации, также разных интересных дизайнов, которые могут вас вдохновить. И я вас, конечно же, там буду ждать. Мы подпилили форму, которую мы хотим, то есть именно ту, которую все, мы уже хотим именно вот эту форму. Мы ее подправляем. Сверху я прохожусь пилочкой, но это не обязательно. Сверху вы можете пройтись и фрезой твердосплавной, тоненькой. Я это тоже сейчас вам покажу. Вот такая фреза, твердосплавная, с зеленой насечкой. Делаю небольшие обороты, чтобы сильно она не крутилась, и я около кутикулы могла осторожно убрать этот гель. Почему сильные обороты не ставлю? Потому что она будет неконтролируемая. И я делаю всегда такие небольшие обороты, чтобы все выпилить. Также делаем и убираем весь гель под ноготочком. Натягиваем кожу большим пальчиком, придерживаем ее и
убираем лишний гель. Конечно же, он там должен быть обезжирен, то есть нету никаких липкостей, то есть все должно быть без липкого слоя. Только после этого мы убираем, потому что так может забиться фреза. Ну и, конечно же, гель ваш должен полностью просохнуть. Если он тоже не просох, то фреза будет набиваться. И, конечно же, прохожусь бафиком сверху, чтобы сгладить всю поверхность, и ровно гель наносился уже сверху. Далее сверху вы можете нанести несколько вариантов: либо простую базу, либо базу камуфлирующую, либо базу прозрачную с выравниванием. Тут уже как вы хотите. И только после этого наносим любой цвет, который вы хотите, то есть гель-лак, гель-краску, неважно. Или топ, как я сделаю в этом случае. Я наношу гель камуфлирующий этого же цвета и выравниваю всю поверхность, и после этого сушу. Если какие-то ноготочки кажутся мне еще достаточно широкими, допустим, поджатия не хватило, я еще вот после вот этого этапа могу поджать ноготочек. Тоже на самом деле эффективно, можно поджать, чтобы форма была лучше, потому что он будет горяченький и все подожмется отлично. Я распределяю гель, выравниваю обязательно и переворачиваю ноготок, чтобы все сцентровать. Также помогаю себе тоненькой кисточкой подводить близко к кутикуле. Здесь, конечно же, гель не обязательно подводить сильно близко под кутикулу. Здесь нам важно чисто распределить красиво гель. Вот и все. Кстати, этот цвет мне очень понравился, очень классно смотрится на ногтях. Как продолжение моих пальчиков. Кстати, если вы хотите дизайн какой-то на этих ногтях, то обязательно напишите, я, может, что-нибудь придумаю интересное. Кстати, напишите, кто уже выполнял такое наращивание верхними формами. У меня целых 3 видео про наращивание верхними формами. Если кто-то уже повторял, обязательно напишите, как вам получилось что-то, какие были у вас проблемы. И мы обязательно это обсудим, посмотрим и решим ваши проблемы. Кстати, я здесь попробовала новый топ от Global Fashion. В общем, он мне понравился. У него интересная кисточка, она мне показалась сначала жесткой, но потом поняла, что нет, на самом деле она хорошо распределяет топ, и топ хорошо сохраняет свою глянцевость. Я переживала, что он будет плохо блестеть, но я уже ношу ногти, наверное, неделю, и все хорошо. Он очень круто распределяется и не создает какую-то плешивость. В общем, мне нравится. Не скатывается. Единственное, я не увидела, чтобы он был синим в лампе. Не знаю, есть ли там ОФ-фильтры или нету. Но вообще он без липкости, и поэтому отлично вообще подходит для меня. Я такие люблю. Вот и все, наши ногти готовы. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте пальчики вверх, также подпишитесь на мой канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые полезные видео. А на этом все. Всем пока-пока.